Что будет, если взять человека с улицы и обучить его трейдингу? Этот человек станет миллионером. Знаете ли вы, что одна из самых успешных и прибыльных торговых команд состояла из абсолютных новичков? История произошла в 80-х годах прошлого столетия, когда достаточно тоже известный трейдер Ричард Деннис поспорил со своим коллегой, что сможет обучить трейдингу абсолютно любого человека. Так он и поступил. Он собрал команду из 20 человек, в числе которых были разнорабочие, карточный игрок, дизайнер интерьеров, достаточно разношерстная публика собралась, обучил этих людей в течение 2 недель, вручил им достаточно простую торговую стратегию, а также шестизначные капиталы. Так вот, эта интересная достаточно команда заработала 175 миллионов долларов. Вошла в историю, и по сей день о ней много кто знает. В сегодняшнем видосе я хочу вручить вам такую же простую торговую систему, которая работает сегодня. Работает сегодня и приносит деньги. Я начну свою торговлю всего с $1 и докажу вам, что разогнать свой депозит и повторить успех легендарных людей возможно и сейчас. Всем желаю приятного просмотра. Поехали. Итак, как и обещал, начнем с самого важного, с торговой системы. Перед вами настройки канала Кёльтнера. Я оформил его немного по своему вкусу. А также параметры чудесного стилятора Вильямса. Повторите их в точности, чтобы у вас был тот же самый анализ, что и у меня сегодня. Суть анализа достаточно проста. Зеленая часть стилятора Вильямса подсвечивает нам этапы роста. Когда столбцы на гистограмме Вильямса зеленые, цена растет. Обратная ситуация, красные столбцы совпадают с этапами снижения или хотя бы коррекции. Все, что нам будет нужно, это выделять зоны для понимания характера движения цены. Красные столбцы – только сделки вниз. Только сделки вниз. Зеленые – только вверх. Они сменяют друг друга на индикаторе, и в целом это справедливо для графика, а для нас это будет точный фильтр. Точный фильтр. Теперь главный индикатор в сегодняшней системе – это канал Кёльтнера. Суть его работы – это реакция на его границы. Пробои. Если актив пробивается обратно внутрь канала, это сделки в шорт. Центральная линия пересекается, тоже сделка в шорт. Нижняя линия пробивается вниз, тоже сделка в шорт. Последовательно, раз за разом могли бы вот здесь заработать. Рано или поздно направление меняется, и мы это также используем. Здесь уже открываем сделки в лонг. Пробой нижней границы, пробой центральной границы. И отскоки мы тоже будем торговать. Вот это считаются самые вкусные, самые сильные, надежные сигналы с Кёльтнером. Развороты от его границ. Напоминаю, сделки вниз только на красном цвете. И сделки вверх только на зеленом цвете. Это по Эвисам стилятору. По каналу Кёльтнера разберемся. Если инструменты не будут совпадать, мы будем ждать другие валютные пары. Мы будем искать другие возможности. Но как только мы видим, что оба индикатора дают одинаковый сигнал, сразу же входим в рынок. Чаще всего запаздывать будет Кёльтнер, но посмотрим. На этом теории достаточно. На балансе $1, и впереди у нас с вами много работы. Пора начинать ее на новом графике. Поехали. Ну что, друзья, самое время начать нашу торговую сессию. На кону целый $1. И мы входим в опцион на повышение. У нас здесь явный рост уже выше канала Кёльтнера. Пересечение было на прошлой свече, немного я его упустил. Но так или иначе это первый аргумент для открытия сделки. Осциллятор сейчас также зеленый, столбцы отрастают, значит вход в рынок у нас корректный. Мы вошли после консолидации, что также дополняет мой анализ, но это уже все моменты. Стало время начать нашу тему, историю черепах. Так назвали этот проект. Сейчас расскажу почему. Это было пари между двумя партнерами по бизнесу, Ричардом Деннисом и Уильямом Эккардом. Они поспорили о самой природе обучения и, в принципе, успеха на финансовых рынках. Деннис считал, что обучиться трейдингу может любой человек, неважно откуда он, немного важен склад ума. Далее тоже станет понятно. А Эккард придерживался максимально противоположной позиции. Он считал, что успешным трейдером человек должен родиться. Великим трейдером человек должен родиться. Небольшая пауза, сделка в плюсе, $1.84 у нас на балансе. Прекрасно, друзья, поехали дальше зарабатывать. Ситуация на рынке не меняется, на данной валютной паре не меняется никак. Я думаю, что мы оказались в нужное время в нужном месте. Эвисам стилятор уперся в потолок. Я поэтому просто открою сделку в лонг, продолжу зарабатывать на этом графике. Так вот, Эккард был уверен, что судьба трейдера требует некой врожденности. И
таланта, возможно. В общем, друзья не сошлись во мнениях, и свою позицию Деннис решил доказать, так сказать, и проверить на практике, причем самым прямым образом. По легенде, идея пришла ему в голову во время поездки в Сингапур, где он посетил черепашью ферму, и когда он смотрел на черепашек, позвонил своему другу и говорит, в шутку, так сказать, говорит, выращивать трейдеров так же легко, как и черепашек. Отсюда и взялось название для будущего эксперимента. В начале 80-х годов через объявление в газете и, в принципе, другими способами Деннис начал искать своих учеников. Он искал учеников с острым умом, но только не тех, кто каким-то образом касался рынков, чтобы их мышление не было заросшо вот этими вот всеми рыночными непонятными движениями. Он, в общем, хотел поселить в них именно свою торговую систему. Сменим пару и продолжим, друзья. Знаете, за что я люблю эту историю? За то, что она является правдой. Это не сюжет фантастического романа или кино, это живая история, это живые люди и это живой успех. Можно воодушевляться, вдохновляться этим, но каждый из вас обязан вынести из этой истории определенные уроки. Для того, чтобы развиваться и зарабатывать в трейдинге, не нужны суперспособности или годы опыта. Важно желание и проверенный источник информации. Именно со вторым я готов вам помочь. В описании к этому видео оставлены ссылки на мой телеграм-канал. Обязательно переходите и подписывайтесь. На ежедневной основе я публикую там познавательный, полезный контент и годные лайфхаки, которые работают здесь, сейчас, сегодня, на этом именно рынке. Ссылки в описании. Я жду вас. Возвращайтесь и продолжим сегодняшний видос. Окей, друзья, вот хороший повод открыть сделку в лонг. Делаю для вас краткий обзор. Во-первых, у нас есть пробой центральной линии. Во-вторых, актив удержался выше него, произошел ретест. А это очень важный фактор при пересечении уровней. Здесь явно должен быть рост, чему не противоречит осциллятор. Поэтому просто ждем. Пока ждем, есть время продолжить говорить о черепахах. Из 1000 претендентов Деннис и Эккарт отобрали в итоге чуть более десятка человек. Среди них был профессиональный игрок в покер, актер, разнорабочий, аудитор и дизайнер. Никто их не знал абсолютно совсем. Следующим шагом стал интенсивный двухнедельный курс в Чикаго. Деннис лично обучал их своей системе. Это не было обучение в классическом понимании, где рассказывают о фундаментальных основах анализа рынка, сложных теориях. Это была выдача свода жестких, почти алгоритмических правил, которым нужно придерживаться для того, чтобы заработать. И да, друзья, рынок в очередной раз прерывает нас сделкой в плюс. Делаем паузу на смену друзья графика. Здесь какие-то непредвиденные новости выходят и продолжаем торговлю. А вот здесь самое время для шорта. Открываю сделку и сейчас дам вам расклад по рынку. У нас есть разворот от верхней части канала, что происходит на фоне красной стадии осциллятора. Наша стратегия очень тривиальна, но работает практически безотказно. Пока ждем, продолжу тему. В чем главный подарок Денниса? Он дал своим ученикам механизм, а не философию. То есть система была тренд-следящей, ее суть сводилась к тому, чтобы ловить крупные ценовые движения и держаться за них, отсекая убытки на ранней стадии. Ученики учились определять моменты для входа в рынок. Обычно это был прорыв цены, примерно такой же, как у нас сейчас, только на более старших таймфреймах. Например, они оценивали рыночные движения за последние 55 дней. Но сердцем системы, ее главным элементом, было управление рисками. Деннис вбивал в головы черепахам своим железное правило: не рисковать более чем 2% от своего капитала. Это архиважно и сейчас. Если вы новичок, то ни в коем случае не рискуйте более чем 2% от своего капитала. Я, кстати, увеличил свой баланс уже в 12 раз. Вписываю сумму. Мы можем приготовиться к открытию следующей сделки, в принципе. Давайте немножко подождем. И вот на откатике обратно от нижней линии Кёльтнера. Не суть, друзья. Анализ, думаю, понятен, поэтому просто продолжим тему. Этих людей учили рассчитывать размер позиции на основе волатильности актива, используя показатель ATR, Average True Range. Вы сейчас его знаете, он до сих пор работает и также помогает людям понять правильно волатильность и оценить риски тем самым. Это очень важно. Вот поэтому правила игры, в принципе, не меняются с учетом течения времени. А самым главным, наверное, невероятным шагом
со стороны Денниса было смелостью такой, что он дал каждому из своих учеников реальные деньги для управления. Суммы варьировались от 500 тысяч долларов до 2 миллионов. Представляете, вот буквально вчера человек еще новичок, а теперь у него 2 миллиона долларов в управлении. Я снова в прибыли. Давайте сменю график и продолжу где-то еще. Снова прекрасный момент для открытия сделки. Это лонг. Мы находимся в зеленой стадии осциллятора. Это его рост. И также был закреп выше верхней линии канала Кёльнера. Оба сигнала совпадают. Вот так важно именно соблюдать систему. Вот на этой красной свече нельзя было открываться. Нельзя, потому что осциллятор показывает рост, но свеча красная. А сейчас можем, друзья. В общем, о деньгах. Остановились мы на том, что Деннис вручил своим ученикам миллионы долларов. Это был риск, но результаты черепах превзошли все ожидания. В течение последующих 4-5 лет эти люди показали ошеломляющую доходность. Суммарно они заработали для Денниса и для себя более 175 миллионов долларов. Они торговали на самых разных рынках, от нефти и кофе до облигаций и валют, неукоснительно следуя выученным правилам, которые дал им Деннис. В общем, эти ребята себя полностью оправдали, сходу войдя в число успешных торговцев. Мы сейчас в каком-то смысле тоже молодцы. 42 доллара у нас есть на балансе. Думаю, что эта пара подарит мне хотя бы несколько сделок. Давайте открою еще один лонг на таком резком импульсе. Хотя мы на уровне. Почему-то мне кажется, что сейчас цена его пробьет. Или будет кратковременный прокол. Пока ждем, вернемся к черепахам. Успех их был триумфом методичного подхода над интуитивным. Система над хаосом. Ну а Деннис выиграл спор. Он доказал, что научить торговле можно любого человека. Главное здесь дисциплина и исследования за простыми абсолютно правилами, которыми руководствовались его ученики. А начиналось все именно с того, что люди просто пришли как эксперимент попробовать себя в мире трейдинга. То есть никаких больших задатков у этих людей не было. С помощью руководства опытного человека они смогли стать весьма историческими личностями. Мы же пока находимся на прекрасной тоже стадии роста графика. Смотрите, как точно, с филигранной точностью я прогнозировал его движение. 3 секунды остается до завершения сделки. Прекрасно. Давайте попробуем открыть еще одну позицию. Раз уж все идет так сказочно замечательно, просто воспользуемся этим моментом. Перед каждой сделкой стоит провести хотя бы еще раз анализ и оценить ситуацию. Не забывайте про это. У нас здесь более-менее все окей, начинается небольшой откат, но цена может закрыться примерно на точке открытия, поэтому, в принципе, вот вам еще, кстати, один лишний аргумент, да, который я говорил. Пробой уровня сопротивления. Сейчас он проколот, поэтому, в принципе, данный уровень меня полностью устраивает. Возвращаясь к теме, сейчас все новички в мире — это черепахи. Так, как вы понимаете. И при желании, найдя своего Денниса, вы сможете также развиваться, зарабатывать и стать какими-то выдающимися легендарными личностями в этом мире, если захотите. Черепахи активно учились. Очень скрупулезно, настойчиво впитывали в себя ценную информацию, чтобы в итоге получить тот результат, который они получили. И этот результат, поверьте мне, может повторить любой абсолютно человек. Ну что, да, мы в плюсе. Давайте сменим график, не будем больше рисковать, дергать судьбу за яйца и продолжим. Тоже своего рода прекрасный тренд нисходящий, мы воспользуемся им в рамках своей торговой стратегии. Ситуация ясна, да? Осциллятор красный, последняя свеча у нас тоже красная. Тренд при этом нисходящий. Что еще нам нужно? Ничего нам больше не нужно, друзья. Пробоя не будет, падаем вниз и ждем прибыль на балансе. Многим может показаться, что история черепах — это выдумка. Народ получил отличное обучение, им уделяли время, давали приватную информацию. Но самое безумное, им дали огромные деньги в управление. Уверен, что на такое пошел бы не каждый, кому бы это предложили. Напишите свой ответ в комментариях. Интересно, кто бы согласился. И да, история на самом деле интересная, необычная, но у нее есть свои особые нюансы. Во-первых, это было пари.
Во-вторых, ученики получили деньги не в дар, а в управление. И в-третьих, они зарабатывали не только для себя, но и для Денниса. А еще у этой истории есть довольно мрачный конец, но об этом чуть позже. Сделка снова закрыта в плюс, так что можем смело сменить график и продолжить на чем-то более интересном. Поехали. Нашел практически аналогичную ситуацию на графике австралийского доллара к японской иене. Конечно же, это шорт. У нас красный осциллятор и у нас красные свечи на графике. Цена закрепилась под нижней границей канала Кёльтнера. Обещал вам рассказать о мрачной концовке, но корректнее было бы ее назвать. Это подводный камень этой истории. Скажем так, у этой истории есть вторая сторона. Со временем, когда контракт с Деннисом истек, многие черепахи начали отступать от советов учителя. И некоторые, почувствовав вкус к большим крупным деньгам, стали нарушать правила этой игры. И кто-то из них попробовал улучшить свою торговую систему, добавив в нее какую-то собственную интуицию. И почти все они, отступив от первоначальных принципов, в итоге потеряли свои состояния во время последующих рыночных кризисов. Лишь единицы остались верны системе и продолжили зарабатывать и жить в этом мире. Друзья, я пока зарабатываю $518 на балансе. Прибыль феноменальная в рамках старта, да? Нет ничего лучше, чем торговля по тренду, особенно если он такой однозначный, как на этом графике. Выжидаем еще немного. Но вроде как возврата к каналу обратно нет, поэтому тренд продолжит снижение. Начало мне нравится, ждем исход. Итак, наследие черепах двойственно. С одной стороны, это блестящее доказательство того, что дисциплина, система побеждают полностью талант. С другой стороны, это суровое напоминание о том, что самая сложная часть в торговле – это не разработка стратегии, а психологическая способность следовать этой самой стратегии. История Ричарда Денниса и его черепахах навсегда останется в мире финансов как история с самым масштабным и поучительным экспериментом. И она поставила однозначно точку в этом вопросе. Трейдить может каждый. Я добавлю вам еще раз эту мысль. Трейдить может каждый, ребят. Неважно, кто вы такой. Мы на финише сделки. Я думаю, что из этого графика мы выжили максимум. Не будем дергать, еще раз говорю, судьбу за яйца. Вовремя будем останавливаться. Продолжим на других валютных парах. Поехали. Ну что, попробуем. Вот такие ситуации я особенно люблю. Рынок сейчас хаос полный вообще. И удерживается он только логикой нашей торговой системы. Смотрите. Вошел в опцион на снижение, так как у нас красная стадия по осциллятору. Есть. Далее. Мы находимся на стадии, когда цена пробила нижнюю границу канала Кёльтнера, и по логике вещей цена должна продолжить снижаться. Пока ждем, повторно уточним все моменты касаемо темы команды черепах. Следование тренду. Это их главный козырь был открытие сделок строго по направлению сформированных долгосрочных трендов. Четкие сигналы для входа и выхода. Сигналы для открытия позиции возникали при пробое определенного уровня. Как мы помним, это старшие таймфреймы. Что сейчас также работает. Оценивайте старшие таймфреймы всегда. Диверсификация рисков. То, о чем я говорю вам практически в каждом видео. Это, во-первых, не тратить слишком много, а во-вторых, разграничивать свои инвестиции, капиталы и работать на различных типах графиков. Так, друзья, сделка в плюсе. Опять меняю график и продолжаем на других валютных парах. Поехали. Просто прекрасно нашли железобетонную ситуацию, на которой сейчас заработаем. Рассмотрим все детально. У нас зеленая стадия по осциллятору. Это мы запомнили. И при этом актив у нас практически подошел к уровню сопротивления, который сейчас будет пробит. До этого он вышел, соответственно, за рамки канала Кёльтнера и продолжит свой рост. Но просто ждем. У меня тут огромный риск, да, потому что начал я всего с $1. Будет очень грустно потерять все это. Да, на самом деле будет грустно, но ничего, друзья. Мы можем повторить ту же самую процедуру и заработать точно так же. Да, а можем все слить. В этом кроется успех и прелесть, так скажем, прелесть вся мира трейдинга. Можно заработать, а можно потерять. К этому нужно быть всегда готовым. Никогда не
вкладываете на баланс больше, чем вы готовы потерять. Сегодня у меня это всего $1. Как видите, к концу сделки все не так однозначно, как хотелось бы, но да, я в плюсе. Друзья, 3446 баксов и 60 центов есть. Как вам такой разгон депозита с $1? Я думаю, что на этом мы можем подвести итоги. Итак, друзья, опыт эксперимента с такой командой, как Черепахи, показал нам, что важность системного подхода безгранична. Без этого никуда. Управление рисками, дисциплина и системность. Вот и все ключевые успехи на пути к достижению каких-то результатов. Очень надеюсь, что видос вас вдохновил, порадовал, и данную торговую систему и стратегию вы будете использовать, хотя бы попытаетесь ее использовать и протестируйте в своих терминалах. Вам большое спасибо за просмотр. Если видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. С вами я прощаюсь, до встречи в моих новых видео. Всем пока.